День добрый. Здравствуйте. А вы не хотите назад? Нет, не хочу. Мне Давайте здесь я вам, удобно. давайте я вам хоть кресло подвину. Спасибо Неудобно сесть. большое. Пожалуйста. На Розенштейна? Да. Я дико извиняюсь, но вот вы садитесь, и вам сложно немножко ножки стряхнуть от снега? Сложно, и чё? Я же деньги плачу, господи. Снег на улице. Я в очень Вы хороших кроссовках. Вы же не за снег платите мне, правильно? Ну вообще вы же мне не машину в снег чистоту продаете надо на машину. держать, молодой человек. Так, а я про это и говорю, чтобы ее держать в чистоте. Так, а я вам... за это деньги плачу. Давайте я вам еще тачку помою. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! И так погода не айс. Не, ну погода-то не айс, но я-то взываю к вашей просто элементарной какой-то Я вообще вас чистоплотности. очень долго ждала. Давайте уже ехать. Ну, вы-то меня ждали не потому, что я медленно езжу, а потому что условия погодные. вот. Вы же видите сугробы вокруг, их не чистят, не убирают, ничего. Так смысл, я бы отряхнула, опять бы в снегу стояла. Здесь дороги не чистятся. Ну, я понимаю, ну вот смотрите, вы сейчас зашли с кучей снега, да, он сейчас растает, и Ничего следующий страшного, человек будет... почистите. Вы же мне не одну возите. Как будто каждый ноги отчистивает, стряхивает. Ну, я понимаю, но вы представляете, после каждого человека коврики, они на липучках. То есть мне нужно Но они отлепить... же резиновые, ну не войлочные. Они не резиновые, во-первых, они из полиуретана. Но это не важно. Ну, Важно... давайте не грузите меня. Не отвлекайтесь от дороги. Понимаете, вот вы правильно сказали, вы не один человек заходите. Вот так 20 человек в день заходит со снегом, и будет болото. И вы же потом сядете в эту же машину и будете возмущаться, почему здесь мокро. Молодой человек. Вот я, честно вам скажу, Молодой человек, извините меня, пожалуйста, будьте так любезны. Я вызвала машину и плачу за это деньги, а не нотации выслушивать. И вообще адрес-то помните, куда мне везти? Да, на Розенштейна. Совершенно верно. Я все-таки скажу. Вот понятное дело, что я работаю в такси, да, я водитель. Но я в любое такси, да даже в любую машину, если даже это не такси, в любую, абсолютно, свою, не свою, я всегда стряхиваю ноги, потому что это уважительное отношение к водителю, понимаете? Особенно в такую погоду. Как вы можете стряхивать, если вы сами водитель, вы ездите на машине? Это ваше или от агентства? Это моя машина. Ну так вот, и какое такси? Чего вы меня разводите-то вообще? Я езжу на такси, когда я заказываю такси себе. У меня же бывают случаи, когда я не могу сесть за руль. Или у меня нет машины под рукой. Что? Какой-то вы хамлой, грубиян. С чего это я хамлой, грубиян? Ну я вам реально... Водитель так не должен себя вести на самом деле. А как я должен? понимаю, если бы я ехала, не оплатив бы машину, у меня не было бы денег. Села культурно, не матерюсь, Да. не пью и не курю в машине. Хорошо. Ну, я должен вам спасибо за это сказать. Это правила, как бы, ну, такие неписанные, что называется. Ничего страшного. Взрослые сознательные люди с головой на месте, они себя всегда так ведут. И уважают водителей и машину. Вот вы не уважаете ни водителя, ни машину. Вы сели и возмущаетесь. Я вам замечание сделал в спокойном тоне, между прочим. А вы возмущаетесь, сидите. Вот что возмущаться? Ну это же неправильно. Давайте я к вам домой приду. У меня на ногах будет грязь, говно, снег. И я вот просто не отряхиваясь войду к вам и посреди комнаты поставлю ботинки. Нормально будет? Во-первых, изначально ко мне вы не сможете зайти. Слава богу. Потому что у меня муж охранником работает в пятерочке. Охранником работаю, ребят. Все ссоры тут. Во-вторых, у него черный пояс по карате. Я, конечно, ему скажу, что у меня конфликтная ситуация произошла. Скажу номера машины, а он, в принципе, через приложение посмотрит. Он вам объяснит, что Я мне понял. не надо грубить. А у вас мужа случайно зовут не Родион Романович Бородач, нет? Нет. Серьезный мужчина. Серьезно. Ну тогда, пожалуй, мне действительно не стоит сильно развязно себя вести, а то... В службе безопасности, между прочим, состоит. И лицензия на оружие есть. Да, что вы говорите? Да.
Надо будет погладить свой пояс от махрового халата. Ну вот. Он у меня тоже черного цвета. И повесить здесь его, чтобы все тоже знали, что у меня черный пояс. Круто, да, будет? Не знаю. Может, все начнут ноги научиться стряхивать. Не знаю, наверное. Я рад, что вам весело. У вас безнал, всего хорошего. Я надеюсь, ваш муж счастлив с вами. До свидания. До свидания. Курица, блядь. Передаю привет Родиону Романовичу Бородачу. Ваша жена ехала со мной вместе в машине. Я очень рад, что у вас счастливая семья и у вас черный пояс по карате. И вы работаете в пятерочке. Ничего не имею против людей, работающих в пятерочке, поэтому большой вам привет. И большая просьба, люди, я вас очень прошу, вот честно. У меня ячеистые коврики, в них помещается реально 1,5 литра воды. Это правда, я уже проверял сам. Действительно, я могу, в принципе, целый день ездить со всякими людьми, которые не стряхивают воду. Ну, у меня тоже небольшое болотце, да, но не такое, конечно, дикое. Но суть не в этом. Уважайте, пожалуйста, труд водителей. Большая вам просьба, потому что снег, он в тачке тает моментально, даже если короткая поездка. Лужи потом эти, они некоторые даже начинают вонять, да, потому что непонятно, кто-то может в какашку наступить, кто-то может еще куда-то наступить, и это все начинает таять и немножко вонять. Войлочные коврики, они вообще все преют, и вонь нормальная. Резиновые просто, знаете, с них перетекает вода, и снег же посыпают всяким говном, и потом покрытие войлочное, именно не коврики, а войлочные тачки, это я тем объясняю, у кого нет машины, оно становится с белыми разводами, и чистить потом крайне тяжело. Вы же сами понимаете, когда вы садитесь в тачку, и у вас болото в ногах, это же, фу, вы же понимаете, что это фу. Я понимаю, у каждого настроение может быть разное, забыл стряхнуть, еще что-то, скажи, забыл стряхнуть, к тебе там откроют дверь, еще стряхнешь разочек, и все, проблем не будет. Каждую зиму, сука, одно и то же. Еще и охранниками с пятерочки пугают меня. Это же жесть какая-то. Просто вот... Как жить дальше? Теперь на меня начнется охота всей службы безопасности пятерочки. И пояс у меня еще, сука, черный, не выстиран. Ладно, пишите, что думаете по этому поводу. Очень интересно. Очень интересно. Есть, кстати, лайфхак, знаете, да, как снежком воду откачать из резинового коврика. Снежок лепите, и снежок впитывает всю воду. То есть не надо коврик вытаскивать. Очень полезная штука. Но опять же, вы представляете, каждый раз этим заниматься. Вы обязаны, я вам деньги заплатил, я вам деньги заплатила. Это все ясно, что деньги заплатил. Нам они тоже достаются нифига не легко, да? И я не знаю, со всеми, с кем я ездил, таксисты, кто меня знает. Вот как я себя вел. Я сел как мышка, оставил чаевые, стряхнул ножки. Сидел, молчал. Всю дорогу. Потому что, как правило, если я езжу на такси, я либо заебанный в хлам, либо немножко пьяненький, поэтому я так себя веду. Но всегда очень достойно. Вот кого я возил, напишите, пожалуйста, комментарий, что да, Женек ездил со мной, и все было вполне себе прилично. Что скажете, лучше не заходить мне теперь в пятерочки, да? Наверное, буду теперь ходить в Дикси на всякий случай, потому что что-то у меня неспокойно.